Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на ноябрь 2024 года. Анализируем, что вас ожидает и каковым для вас будет месяц, и в целом, какие сюрпризы может вам преподнести. Настраивайтесь на совместное чтение Таро, и мы с вами приступим. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Арканы перед вами, поэтому расслабьтесь, и мы приступаем. Основные энергии данного месяца. У вас идет аркан Верховная Жрица. Карта самопознания, интуиции, раскрытия собственного потенциала, работы с вашим бессознательным. Кто-то из вас может обращать внимание на какие-то знаки извне. То есть вы можете задать, так сказать, немой вопрос во Вселенную, в космос, Богу, то есть кто во что верит, и попросить дать ответы на ваши вопросы или направить вас. Кто-то может получать информацию из вещих снов. Некоторым на глаза может в свое время попасться то либо иное видео, которое, возможно, даст вам вот тот самый ответ, который вы долгий период искали. Опять же, карта, которая указывает по ситуации на углубление вопроса эзотерики, психологии, для некоторых также аспекты медицины, или же обращение к какому-либо эзотерическому практику для того, чтобы понять, что же вам делать в той либо иной ситуации. Сейчас хочу посмотреть на картах, чего конкретно это будет касаться. И здесь на повестке дня у нас ложится тройка мечей. Итак, для некоторых это понять, почему не клеится личная жизнь, или что стоит во главе угла первопричины, что вам мешает выстраивать гармоничные отношения. Для некоторых прояснение ситуации в любовном треугольнике. Кто-то для себя будет оценивать перспективы, стоит ли вам вступать в адюльтер. Еще жрица и тройка мечей также могут указывать на вопросы, связанные с чисткой от деструктивных программ. Постановка, защита, читки и прочие нюансы. Но самое главное — это понять, почему не везет в тех либо иных вещах, как с этим разобраться, что в себе поменять, исправить, что сделать для того, чтобы ваша жизнь вышла на более качественный уровень. По вопросам работы. Тройка жезлов — это поиск перспектив. Вне зависимости от того, вы сейчас работаете, у вас есть свой бизнес или вы в поисках, потому что тройка жезлов — это желание большего, это желание масштабирования, то есть стремиться к большему, ставить для себя более высокую социальную планку, ну, конечно же, пытаться этого достичь. Безусловно, все вы абсолютно разные, кто-то работает, кто-то нет, поэтому будем прояснять для себя и раскрывать эту ситуацию. Итак, для тех, кто сейчас у нас не работает и работать не может. У вас на повестке дня колесо фортуны и дно колоды туз монет. Но здесь идет очень хорошая финансовая поддержка либо со стороны ваших близких, потому что тройка жезлов — это карта социальной активности, то есть ваше окружение, которое готово вам помочь, поддержать вас финансово. Опять же, это могут быть ситуации выигрыша, поэтому если вы азартный человек, я никоим образом вас, конечно, там не призываю играть в азартные игры по типу там казино и так далее. Но, как знать, приобрести какой-то лотерейный билет вполне возможно, и судьба вам здесь может улыбнуться. Опять же, колесо фортуны, туз монет — это прочувствовать нишу, или, так сказать, попасть в волну, там, быть на волне, в трендах, то есть понять и осознать, что будет востребовано в ближайшие годы. И активно пытаться в этом развиваться, получать знания, навыки, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Если вы являетесь соискателем, десятка монет. Десятка монет — это либо устройство в крупную корпорацию, фирму, либо, так сказать, работа в частном подряде. То есть будет это какой-то семейный бизнес, и вас могут пригласить родственники, или вы просто пойдете в найм к частнику. Для тех, кто уже является наемным сотрудником, тройка жезлов и отшельник. Это поиски себя, это, так сказать, поиски более рыбного места, или, знаете, своего места под солнцем, там, где будет и больше зоны комфорта, больше заработка и реализации. Кто-то может для себя подумывать о ситуации или работы на самих себя, то есть прощупывать эту почву, делать первые какие-то шажочки в этом направлении для того, чтобы реализовать задуманное. И если вы владеете собственным делом, то тройка жезлов и четверка жезлов
укрепление вашего дела, становление, расширение. Это может быть открытие новых филиалов. Это подбор офиса, складов, объектов недвижимости, где вы можете размещать свои офисы, свои филиалы. И привлечение, допустим, новых членов семьи или родственников в ваш семейный подряд. Финансовая сторона вопроса. Здесь 9 мечей. Это переживания и страхи из-за финансовой нестабильности или по принципу, что сегодня густо, а завтра пусто. Но 10 чаш, как я говорю, родственники вас здесь не оставят в стороне. Или, грубо говоря, компания, в которой вы будете пытаться себя или раскрыть, или реализовать. С финансами будет все прекрасно, несмотря на ваши переживания и страхи. Да, конечно же, 9 мечей в связке с 10 чаш может указывать на ваши дополнительные траты на семью, на ваших близких, но, поверьте, окупятся они вам старицей. Вопросы состояния здоровья. 4 монет. Аркан, который говорит о акценте на укрепление вашего иммунитета, потому что это карта, которая говорит о том, что стабилизируй себя, сохрани свое состояние здоровья, свою силу духа, свою энергию, свое физическое состояние, ментальное и душевное здоровье. То есть здесь это предпринимать меры или проводить какие-то профилактические работы для того, чтобы купировать сезонные заболевания или хронические заболевания и чувствовать себя лучше. Вопросы личной жизни. Здесь 6 жезлов. Карта прорыва, карта победы, достижения цели, исполнения планов или ваших желаний. У каждого она будет проигрываться по-своему, поэтому давайте раскрывать. Для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Здесь 6 жезлов, 9 монет, одна колода, 8 жезлов. У многих это может быть общение на расстоянии. Знакомство в дороге, знакомство в интернете. Но в любом случае на повестке дня взрастет ваша самооценка, может быть даже немножечко ваш эгоцентризм, потому что будет партнер или партнерша, кто активно будет лить, знаете, как елей вам на душу. Приносить радость, делать какие-то сюрпризы, материальные подарки, потому что 9 монет это все-таки чем-то человека баловать или радовать в материальном аспекте. Здесь не идет речь о суммах, здесь это элементарно может быть все что угодно, начиная от там, букета цветов или там вы мужчине дарите, не знаю, может быть, по его запросу какой-то гаджет и так далее. То есть это попытки дать человеку то, что сейчас ему необходимо. То есть, знаете, как подарить радость, эмоции и в первую очередь какие-то еще в дальнейшем воспоминания. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, то 6 жезлов и колесница, ситуация останется неизменной. Потому как это по-прежнему быть вместе в одной упряжке с вашим оппонентом или оппоненткой, с вашими конкурентами, двигаться в том же ключе, но в любом случае, что такое 6 жезлов и колесница? Это, так сказать, перетягивать одеяло на себя. То есть вам больше внимания, заботы, любви, ласки. То есть сделать здесь все, чтобы на вашем фоне ваши оппоненты выглядели, знаете, как не так хорошо. И как следствие вы могли здесь взять реванш. И если вы у нас в стабильных союзах, то 6 жезлов и императрица. Это прекрасные арканы. Для тех, кто встречался, может быть желание вместе съехаться, жить совместно. Для тех, кто уже состоял, допустим, в гражданском браке, могут быть предпосылки для того, чтобы связать себя узами брака. А те, кто уже состоит у нас в стабильном партнерстве, у кого уже семья, то 6 жезлов и императрица. Это могут быть вопросы и продолжения рода. Или расширение и масштабирование, но в каком ключе? То есть для вас переехать в более комфортные жилищные условия. То есть может быть лучше или больше площадь, или там более качественный ремонт, или условия жизни, или инфраструктура. Ну, то есть, знаете, здесь вы будете кайфовать от того, что вот какой уют, комфорт. Знаете, как есть возможность созидать, радоваться как бы текущему дню, и это благоприятно будет сказываться на вашем союзе. Совет от карт. Паж мечей. Паж мечей. Аналитика, анализ, сбор и обработка информации. То есть понять и осознать, где вам лучше, с кем вам лучше, при каких обстоятельствах, что нужно для этого сделать. Понять, чего на самом деле вы хотите, и просчитать свои шаги на пути к реализации задуманного. Посмотрим с вами на оракуле неожиданность данного месяца.
Что здесь вам предвещают карты? Так. Очень интересная связка арканов. Почему я так говорю? Потому что у вас здесь идут карты отдых. Здесь вина и аркан, ну как застрять или быть чем-то ограниченным. То есть здесь арканы говорят, дайте своей душе отдых, покой. Не застревайте эмоционально и ментально в чувстве вины, которое пытаются вам навязать, или в котором пытаются вас прочнить ваши знакомые, ваши друзья или, может быть, ваши родственники. То есть в чем-то вас обвинить, повесить на вас ярлыки, а вы потом будете заниматься самобичеванием. Нет, ни в коем случае. То есть то, что было, то прошло, сгорело, то есть вы не обращаете на это внимания, не пытаетесь о чем-то сожалеть, или не пытаетесь себя делать виновным или виновной в какой-то ситуации, потому что вам необходимо от этого освободиться, отдохнуть и закрыть раз и навсегда для себя эту историю. Ну, к примеру, мог у вас быть конфликт с руководством, хотя инициировали его не вы. Может быть, что-то вы в сердцах высказали. То есть, знаете как, отпустите и не сожалейте. Или иная ситуация, вы с кем-то расстались, но вас мучает совесть, что вот вы некрасиво поступили с человеком. И знаете как, вроде бы человек хороший, и разошлись без причины, но вы понимаете, что у вас все остыло к человеку. Держаться за эту связь нет смысла. Отпустите, выдохните. Случилось так, как случилось. То есть не ставьте на себя клеймо, не вешайте на себя это ярмо. Сами сделайте только хуже. Вот такая у вас ситуация вырисовывается на ноябрь. Я вам все закрываю в положительном ключе. А вы, конечно же, по прошествии периода напишите, дайте обратную связь, как для вас по факту отозвалась данная информация. Ну, конечно же, какие события у вас произошли. Буду вам признательна за энергообмен, за обратную связь. С вами не прощаюсь. До новых встреч.